Привет, друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в гости. И я продолжаю рубрику новогодних рецептов. В этом видео я поделюсь с вами классными рецептами новогодних пирогов. Знаю, что многие любят печь десерты к новогодним праздникам, так что это видео для вас. И эти пироги не только порадуют своим вкусом ваших гостей, но и украсят ваш новогодний стол. Так что пойдемте готовить их вместе. И сначала мы приготовим вот такой яркий, красивый цитрусовый пирог с апельсиновым кремом и фруктами. Первым делом мы приготовим апельсиновый крем. И для этого я выжимаю сок из апельсинов, отмеряя пол-литра сока. Можно использовать и магазинный апельсиновый сок. Мне пришлось выжать 6 апельсинов. Затем процеживаю, и получается 400 мл сока. И еще нам понадобится 100 грамм сахара и 75 грамм муки. В кастрюльку с антипригарным покрытием высыпаю сахар и муку. И затем наливаю немного сока. Хорошенько перемешиваю и затем добавляю остальной сок. Теперь беру лимон и разрезаю его пополам. И половину лимона протыкаю вилочкой. И сейчас на среднем огне будем варить наш крем, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. А теперь беру пищевую пленку и накрываю в контакт и оставляю остывать. Ну а теперь приступим к приготовлению пирога. И для этого нам понадобится 2 яйца, 100 грамм сахара, 80 грамм растительного масла, пол пакетика разрыхлителя, это 7-8 грамм, и 320 грамм муки. Сначала смешиваю яйца с сахаром. Затем добавляю растительное масло. Разрыхлитель смешиваю с мукой и добавляю постепенно. В конце тесто замешиваю руками, пока не получится вот такое мягенькое тесто. В форму для выпекания я уже постелила пергаментную бумагу и теперь распределяю тесто по всей форме. Если тесто немного липнет к рукам, присыпьте немного руки мукой. Края формируем как можно повыше. Тесто мы распределили, а теперь нам понадобятся апельсины, киви и мандарины, и пирог получится яркий и красивый. В итоге мне понадобилось 4 апельсина, 3 киви и 3 мандарина. Теперь апельсины нарезаю кольцами. Выбирайте сладкие апельсины, чтобы не чувствовалось немного горького привкуса. Сначала я хотела выложить апельсины кольцами, но потом все-таки нарезала их на дольки. Нарезаю и киви, а мандарины разделяю на дольки. А теперь берем наш апельсиновый крем и покрываем дно пирога. Теперь берем дольки апельсина и выкладываем по кругу нашего пирога. Мне попались и красные апельсины, и я их выкладывала поочередно. Если вас смущает легкая горчинка апельсина, делайте из мандаринов и киви.
Апельсины мы выложили, а теперь выкладываем киви. И теперь выкладываем мандарины. Получится очень яркий и красивый пирог. И теперь в серединку выкладываю несколько кружочков киви. И теперь эту красоту отправляем в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю 30 минут. Но все зависит от особенностей вашей духовки. Ну вот и готово. Для красивого блеска я смазываю весь пирог абрикосовым вареньем. И можете отправить еще на 5 минут в духовку. И фрукты смазываю, так будет намного красивее. И вот такой красивый пирог к Новому году у нас получился. Вместо апельсинового крема можете использовать заварной крем. Давайте я покажу вам и в разрезе. Смотрите, сколько начинки и как он выглядит аппетитно. Такой пирог обязательно покорит любителей фруктовых пирогов. Ну а мы перейдем к следующему пирогу. И следующий пирог мы приготовим с начинкой. В качестве начинки мы будем использовать рикотту или творог и клубничное варенье. И получится просто одно объедение. Если вы любители творожной начинки, как и я, вам он точно понравится. И для этого пирога нам понадобится 2 яйца, 200 грамм сахара, 100 грамм растопленного сливочного масла, пакетик разрыхлителя, это 15 грамм, и мука. И сразу приготовим начинку. Для начинки я возьму 500 грамм рикотты, а вы можете взять творог. И добавляю 2 столовые ложки сахара. И разбиваю одно небольшое яйцо. И хорошенько все перемешиваю до однородной массы. Наша начинка готова. Оставляем ее в сторону и займемся тестом. Сначала разбиваю яйца и смешиваю с сахаром. И хорошенько перемешиваю венчиком. Затем добавляю охлажденное растопленное сливочное масло. Затем добавляю разрыхлитель. Хорошенько перемешиваю и муку добавляю постепенно. Все пропорции я обязательно оставлю в описании под видео. И еще оставлю вам ссылочки на разные пироги, которые уже есть на канале. В конце тесто замешиваю руками. Муку добавляю на глаз, пока не получится вот такое мягенькое тесто. Затем делю тесто на 2 части, одну побольше и одну немного поменьше. Примерно так. И меньшую часть убираю в холодильник. Затем беру форму для выпекания и смазываю сливочным маслом. Моя форма диаметром 30 сантиметров. И присыпаю мукой. Форму мы с вами приготовили, а теперь большую часть выкладываем в форму и постепенно равномерно распределяем по всей форме. А края стараемся сформировать повыше. Ну а теперь пирог заполняем творожной начинкой. Хорошенько ее распределяем по всей поверхности.
Теперь берем клубничное варенье и выкладываем его вторым слоем сверху. Стараемся распределить его по всей поверхности. Если начинку вы готовили из творога, а не из рикотты, это будет легче сделать. Варенье у меня густое, и на рикотту сложновато распределить, но не переживайте, мы все равно накроем тестом сверху. Распределяйте полностью до краев. Теперь от теста, которое мы убирали в холодильник, отделяю кусочек теста в сторону. Из него мы сформируем маленькие звездочки для украшения, а остальное раскатываю на пергаментной бумаге. Обязательно присыпьте пергаментную бумагу мукой. Стараемся раскатать ровненько под диаметр нашей формы. Можете выложить форму сверху и вырезать, или подобрать тарелку такого диаметра. Я же всегда раскатываю на глаз и затем немного выравниваю руками. После того, как раскатали, обязательно уберите в холодильник на минут 15, иначе у вас не получится выложить его ровно сверху. Тесто очень мягкое. Пока тесто в холодильнике, мы сформируем звездочки. Кусочек, который мы оставляли для украшения, раскатываю на досточке, присыпанной мукой. Раскатываем в тонкий пласт. И теперь я беру вот такую маленькую форму для печенья и формирую много маленьких звездочек. У меня самый маленький формат этой формы, но вы можете делать любого формата. Вот сколько звездочек у нас получилось, и пока мы ими занимались, тесто в холодильнике немного затвердело. Выкладываем его аккуратно сверху. Если нужно, немного подправляем. А теперь беру вилочку и слегка приминаю края. Таким образом мы их выравниваем и запечатываем края пирога. И теперь остается выложить звездочки сверху. Я их буду выкладывать кругами, а вы можете выкладывать и в хаотичном порядке. Выкладывайте, как больше нравится вам. Если вам неохота тратить много времени на украшение, можете просто накрыть тестом и не украшать. Получится, конечно, быстрее. Но со звездочками он будет выглядеть по-новогоднему. Сначала я украсила его так, но так как у меня еще оставалось много звездочек, я второй круг заполнила звездочками почаще. Ну а теперь можно и отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю минут 30. Но, как всегда, все зависит от особенностей вашей духовки. Ну вот и готово. Даю пирогу немного остыть и сверху посыпаю сахарной пудрой. Последнее время мне больше нравится посыпать только с краю. Мне кажется, так красивее. И вот такой красивый новогодний пирог у нас получился. Красивый, ароматный и с нежной творожной начинкой. И еще с нотками клубники. Это не просто вкусно, это обалденно вкусно. Давайте покажу вам и в разрезе. Посмотрите, сколько начинки. И пропекся он отлично. Но разве он не выглядит аппетитно? Вы обязательно должны его попробовать. Ну а мы перейдем к другому пирогу и приготовим вот такую красоту. Я покажу вам, как легко сотворить такое чудо. Рецепт самого пирога такой же, как и в первом варианте, только для начинки мы будем использовать варенье. Варенье я буду использовать домашнее сливовое. И я уже замесила комочек мягкого теста, а сейчас я небольшой кусочек оставлю для украшения. Видите, примерно такого размера. А остальное распределяю по форме. Делаю все то же самое, как и в первом варианте. Также поднимаю края повыше, чтобы поместить нашу начинку. А теперь заполняю пирог вареньем. Варенье я обычно добавляю где-то 550 грамм. И хорошенько распределяю по всей поверхности. Варенье вы можете использовать любое на ваш вкус. А теперь приступим к украшению нашего пирога. Деревянную досточку присыпаю мукой. И раскатываю оставшуюся часть теста.
А теперь беру вот такую форму для печенья и формирую много маленьких звездочек. Звездочки мы сформировали и выкладываем по кругу нашего пирога. Стараемся выкладывать на одном и том же расстоянии, и если получилось неровно, поправляем ножом. Звездочки мы с вами выложили, а теперь беру вот такую елочку, которую я нарисовала на картонке и вырезала, и буду ее использовать как трафарет на тесте. Аккуратненько острым ножом вырезаю по контуру. И выкладываю ее на пирог. А теперь вырежу снеговика, которого я нарисовала на картонке. А вы можете рисовать любые рисунки. И выкладываю его на пирог. Ну и какой снеговик без метелочки, я ему и метелочку нарисовала. И так как у меня оставалось немного теста, я за кадром раскатала тоненькие полосочки и выложила контуром на елке и снеговике. А вы можете добавить только глазки, ротик и носик. И теперь эту красоту можно отправлять в духовку. Духовку разогреваю на 180 градусов и выпекаю примерно 30 минут. Пока пирог запекается, я покажу вам декоративный сахар, который я купила для украшения. Смотрите, есть белые снежинки, коричневые и золотистые звездочки, блестящий сахар и золотистые и коричневые шарики. И когда наш пирог будет готов, мы дополним его этими украшениями. Но прежде чем украшать, мы для красивого блеска смажем его абрикосовым вареньем. Смотрите, какой он получается красивый. Можно его и не украшать. Сейчас я этими золотистыми шариками добавлю пуговки снеговику. А елочку посыплю блестящим сахаром. А эти коричневые и золотистые звездочки выложу поочередно на наши звездочки по контуру, и будет еще красивее. Остается добавить падающих снежинок, и наш чудо-пирог готов. И вот такая красота у нас получилась. Новогодний песочный пирог, отменный вкус и прекрасная подача. Я думаю, таким пирогом вы точно удивите ваших гостей. Ну а детишки будут точно в восторге. Вы не поверите, но мне даже жалко было его разрезать. Ну давайте покажу и в разрезе. Вот такой аппетитный и вкусный пирог у нас получился. Я надеюсь, вам понравились мои идеи к Новому году. И надеюсь, вам понравилось готовить вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал, и мы вместе с вами будем готовить разные вкусняшки, создавать красоту, ездить на прогулки и просто общаться. А если вам интересны больше рецепты, подписывайтесь на мой кулинарный канал. Там вы найдете различные рецепты, овощные блюда, десерты, ну и, конечно, разные праздничные блюда. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!